Добрый день, дорогие любители вязания! Сегодня я вам хочу предложить вот такой вот урок по созданию такой вот сумочки-корзинки. Для того, чтобы связать такую сумку, нам нужен определенный материал. Я предлагаю материал прежде всего. Это может быть хлопок, это может быть и синтетика. В 50 граммах должно быть от 80 до 100 метров, для того, чтобы толщина нитки была достаточно толстенькая, для того, чтобы само изделие имело более плотную форму. Я вязала с синтетического шнура. В 50 граммах 87 метров. У меня ушло 200 грамм. Можно взять не совсем впритык, можно взять 250 грамм, для того, чтобы точно хватило. Крючок у меня 5. Это материал, который необходим, и ручки. У меня деревянные ручки. Вы можете подобрать любые, какие вам понравятся. Я еще предлагаю взять кнопочку и подкладу. Я взяла подкладку такого цвета, мне показалось, что в цвет ручкам. Кто-то может взять в цвет пряжи. Это уже ваше желание и творчество ваше. Основной материал, который необходим для вязания, и вязания такой сумки. А дальше мы с вами будем уже выполнять технические моменты. Так, чтобы связать нам днище, я покажу на небольшом кусочке примере, чтобы полностью не гнать все полотно. Мы делаем, как всегда, первую полосу, первую воздушную петлю, и я сделаю, к примеру, 10 воздушных петель, и на этом небольшом примерчике вам покажу. А вы же рассчитываете по тому, какой вы хотите получить размер сумки, днище. Мы уже с вами предварительно обговаривали это. Вот наших 10 петель. Теперь мы с вами будем вязать, пропустим одну петлю и через одну петлю мы провяжем столбик без накида. В каждую петелечку до конца ряда мы вяжем с вами столбик без накида. Дойдя до последней петли, вот у нас последняя петля, мы в нее будем провязывать 3 столбика без накида. Вот один, второй, эту ниточку мы прячем с вами вязание, второй и третий. То есть мы сделали с вами один столбик для поворота. И начинаем дальше вязать, провязывая в каждую петелечку, вот так вот, захватывая нашу нитку, пряча ее вязание, мы будем вязать и дойдем до следующего края. А следующий край мы точно так же с вами закруглим. Видите, вот у нас получается закругление. Если бы мы этого не сделали, он бы у нас собирался. И дойдя до следующего края, я это сделаю побыстрее. Видите, вот у нас последняя петелечка, мы в нее провязываем одну петлю. Теперь мы с вами переходить должны на следующий ряд. Подхватываем вот эту петлю, и мы в нее сделаем с вами 2 петли. Одна петля, вернее, один столбик без накида и второй. И теперь, поворачивая вязание, мы пойдем на второй ряд. В каждом из этих поворотов вы должны понимать о том, что мы должны увеличивать ее на такое количество петель, чтобы наше вязание имело поворот, оно не собиралось. Сколько это? И я так думаю, что здесь мы сделали одну петлю, во втором ряде можно сделать 2 петли подъема, в третьем. Вы сами выбираете ширину днища, которая вам нужна. Вот если мы посмотрим на мой пример, вот вы видите, что я в каждом из рядов немножко увеличивала. Вы это можете сделать интуитивно, так, чтобы ваше вязание ложилось ровненько. И потом уже, когда мы с вами закончим обвязывать, начнем обвязывать. Вот я дошла до следующего краешка. Теперь я здесь петелечки делаю одну петлю,
Видите, в следующую вот в эту петелечку я сделаю 2. Одна и вторая. Перейдя на следующий ряд, вы можете расправить и посмотреть. Видите, оно достаточно ровно, никакого нет собирания. Вы увидите сами, если вы недостаточное количество петель добавите, вы увидите самостоятельно, что ваше вязание начинает собираться и нет плоского такого вот овала по краям. А как вязать ригелен, я уже показывала неоднократно. Я думаю, что вы можете обратиться к другим видео, посмотреть, что он из себя представляет. Я покажу его вот в моем изделии. Вот видите, вот он у меня проложенный. И я его, конечно, его не совсем удобно ввязывать сюда. Почему? Потому что особенно в начале и в конце. В конце, когда мы соединяем два конца, я предлагаю их просто соединить и закрепить ниткой, обычно сшить их между собой. Тогда вам будет удобно соединяться. Когда мы с вами достигли необходимой для нас ширины нашей сумки, по краям мы теперь должны постепенно подняться его в высоту, как бы наше полотно, для того, чтобы закрепить остальное вязание. А поэтому здесь мы уже с вами не будем по краю добавлять, а будем в каждую петельку вязать просто столбик без накида. Тогда, когда мы это сделаем, просто в каждую петлю без добавления, когда это будем делать, наше вязание будет постепенно собираться. Сейчас я сделаю несколько рядов, и вы посмотрите. Вот обратите внимание, я провязала только один ряд, и у меня уже начинает подниматься моя такая вот лодочка. С этого момента вы можете вставить ригелин, можете не вставлять. У кого нет, кто не хочет, кому сложно, может оставить просто так. Сумочка будет иметь просто более мягкий основу. Ничего страшного. Далее я хочу вам показать, как сделать вот этот вот кантик. Это очень интересный столбик. Сейчас я, для того, чтобы на нем показать это, для этого мы с вами провяжем по кругу столбиком с одним накидом. Вот в каждую петелечку столбик с одним накидом, мы его провяжем. Допустим, это у нас будет ряд, в котором мы с вами вязали ригелин. Нет, значит, ригелина не нужно, просто столбик. И потом на этом столбике я вам покажу другой столбик с очень интересным. Вот я связала один рядок столбиком с одним накидом. Посмотрите, вот у меня получается уже маленькая сумочка, маленький чехольчик там для очков, для телефона. Вот вам еще одна идея основания. Здесь можно придумать какой-то узор, просчитать квадрат, круг, все, что вы пожелаете. Сейчас я вам покажу. Когда мы будем вязать столбик этот, у нас будет получаться вот такая вот линия. Видите, столбик, а здесь вот такая как бы окантовочка отбивается. Как это будет происходить? Мы делаем накид. Смотрите, крючок я завожу за столбик, потом впереди столбика, подхватываю нитку и вытягиваю. И у меня на крючке получается, как обычно, 3 петли. Я провязываю 2 и опять 2. Делаю накид. Смотрите, я завожу крючок сзади, потом впереди, захватываю нитку. Я ее протягиваю, у меня на крючке 2 петли, провязываю накид, сзади завожу крючок, как бы вдавливаю туда наш столбик, захватываю рабочую нить, подтягиваю, провязываю, как обычно, столбик с одним накидом, раз, два, еще раз, накид, завожу крючок сзади вязания, вдавливаю наш столбик, захватываю рабочую нить, провязываю, протягиваю раз нить, протягиваю 2 нить. Смотрите, что у нас получается. Вот у нас получается вот такой вот кантик отбивается.
Кому не нравится, может сделать просто обычно провязать. Может уже прямо на вот эту основу, которую мы получили. Я покажу дальше, как мы будем с вами пришивать основу сумки. Вот, я думаю, что это уже понятно вам. Просто я немножко побыстрее свяжу, чтобы вы видели результат. Вот он так выглядит. Вот так выглядит готовое дно для сумки. Вы помните, что мы с вами сначала связали вот полотно, потом мы привязали реголин и сделали вот такую вот, вверх поднялись немножко столбиками и получили вот такое вот достаточно крепкое днище. Потом, когда мы будем уже собирать, мы сюда положим еще более плотный такой материал, для того, чтобы дно не провисало, когда в него что-то положится сумку. Хотя нитка сама по себе достаточно плотная, поэтому, возможно, и не нужно будет.